Привет! Сегодня хочу поделиться с вами мастер-классом по вязанию вот такой корзинки с шишечками. Вяжется она из акрилового шнура 4 мм. Также можно использовать полиэфирный или хлопковый шнур или джутовую пряжу. Эту корзинку можно использовать в качестве декоративной корзины для интерьера, также в качестве кашпо. К примеру, вот у меня тоже такая корзинка, связанная из шнура 3 мм. И можно любой цветочный горшочек поставить внутрь корзинки. И это будет выглядеть примерно вот так. Вот такая корзиночка получается. Желаю вам приятного вязания. Всем привет, меня зовут Жанар. Это видео-мастер-класс по вязанию корзинки из шнура. Для вязания я буду использовать наш акриловый шнур с люрексом Алтын нитка, цвет фисташка, длина в мотке 100 метров, ширина нити 3 мм, вес 200-220 грамм. И мне понадобится крючок номер 4. Для начала нам нужно распустить моток. Аккуратно распускаем в корзинку. Так придерживаем и распускаем. И так весь моточек полностью до конца, все 100 метров. В клубок перематывать не надо, просто вяжем из корзины. Начинаем вязание корзинки. Оставляем кончик нити примерно сантиметров 5. И делаем первую петельку в колечко. Вяжем воздушную петлю. Продолжаем вязание. Вводим крючок в колечко, при этом кончик нити придерживаем и провязываем внутри петелек. И вяжем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь потянем за кончик нити, и колечко затягивается. Теперь нам нужно соединить первую и последнюю петельки. Для этого крючок из петли вынимаем. С изнаночной стороны на лицевую вводим крючок под первую горизонтальную петельку. Захватываем открытую петлю, заводим на изнаночную сторону. Подтягиваем нитку, чтобы сделать эту петлю короче. Провязываем воздушную петельку, переворачиваем. И теперь вводим крючок ровно под местом соединения в самую первую галочку. Вот здесь V-образная петля в виде галочки. Смотрим здесь, чтобы крючок вышел ровно посередине, между двумя ножками петли под перекладиной. Здесь также можно продолжить прятать кончик нити. Мы его кладем над крючком и провязываем внутри петель. И провязываем петельку вперед. Теперь крючок вынимаем из обоих петель. Вводим крючок сначала за первую петельку, затем за вторую и провязываем заднюю через переднюю. Это первая петля второго ряда. Теперь мы вяжем второй ряд. Во втором ряду мы будем из 6 петель делать 12, то есть в каждую петельку нужно связать двойную. Здесь мы с вами связали одну петельку. Здесь мы пока двойную не вяжем. Переходим к следующей петле, вводим крючок ровно в середину галочки. Здесь смотрим тоже, чтобы крючок вышел ровно посередине петельки. Этот кончик нити придерживаем над крючком и провязываем столбик без накида. При этом на крючке петля короткая, вторая петелька должна быть в 2 раза длиннее. И провязываем одной короткой петлей. Теперь вводим крючок опять в это же отверстие и провязываем столбик без накида второй. Получается двойная петля в одно основание.
Продолжаем также, вводим крючок в следующую петельку и провязываем 2 столбика в одно основание. 1, 2. И продолжаем так до конца ряда. Подошли к концу ряда. Здесь у нас в начале была только одна петля. К ней мы вяжем пару, вводим крючок в основание первой петли и провязываем столбик без накида. Вот так у нас получается, замкнулся круг. Теперь закрываем второй ряд точно так же. Вводим крючок под первую горизонтальную петельку. Заводим петлю на изнаночную сторону. Делаем на изнаночной стороне одну воздушную петельку, переворачиваем. И начинаем вязание третьего ряда. Вводим крючок ровно под местом соединения. И провязываем петлю вперед. Затем провязываем заднюю петлю через переднюю. Это первая петелька третьего ряда. В третьем ряду нам нужно из 12 сделать 18 петелек. Делаем 6 прибавок, чередуем. Вот у нас двойная петля. В первую мы вяжем двойную. Во вторую одинарную. Продолжаем. Вот еще следующая двойная петля. В первую вяжем двойную. Одинарную. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем вязание третьего ряда. Связали в конце двойную петельку, и одинарная петля у нас уже готова. Далее закрываем третий ряд. В четвертом ряду у нас должно получиться 24 петельки. Первые 2 петли вяжем одинарными, далее двойная. 1, 2, двойная. Продолжаем. 2 одинарные, двойная. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваем вязание четвертого ряда, и вот здесь к первой петле нам нужно связать пару. В это же основание вяжем еще один столбик, и получается у нас 24 петли. Закрываем четвертый ряд. В пятом ряду мы будем с вами вязать 30 петель. Вначале сразу вяжем, сейчас сделаем с вами первую петельку, и далее вяжем. Вначале вяжем двойную, затем 3 одинарные. 1, 2, 3. Опять двойную, 3 одинарные. Продолжаем до конца ряда двойная, 3. Закончили пятый ряд, 30 петель. В шестом ряду нам нужно сделать 36 петель. Провязываем первую петельку. И теперь вяжем 2 одинарные, двойная.
Далее 4 одинарные. Опять двойная. И далее чередуем 4 одинарные, двойная, 4 одинарные, двойная до конца ряда. Закончили вязание 6-го ряда. Здесь в конце ряда у нас будет двойная и 1 одинарная. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду мы вяжем 42 петли. И, кстати, если вы хотите связать корзину поменьше, вы можете остановиться вот здесь после 6-го ряда. Я покажу еще 7-й ряд, и после этого мы будем уже вязать стенки корзины. Итак, в 7-м ряду провязываем первую петельку. И далее вяжем уже по схеме 4 одинарные, двойная. Один, 2, 3, 4 одинарные, затем двойная, затем 1, 2, 3, 4, 5 одинарных. 1, 2, 3, 4, 5 одинарных, двойная. И теперь дальше уже до конца ряда чередуем двойные через 5 одинарных петель. Продолжаем вязание. Должно получиться 42 петли. Закончила вязание 7-го ряда, 42 петельки по окружности. И по размеру примерно получается диаметр 12 сантиметров. Это маленькая корзинка. Как я уже говорила, можно сделать диаметр 15, 16 или 20 сантиметров. Теперь здесь в конце ряда мы немножко иначе закроем петли. Заводим петельку наизнанку, слегка ее затягиваем, но не слишком туго. Вынимаем крючок из петли. И теперь здесь вводим крючок под ту петлю, которую мы завели наизнанку. Одеваем петельку на крючок и провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Это уже будет у нас петли узора. Мы начинаем вязание первого ряда стенок корзинки, и это уже узор шишечки. Теперь делаем накид на крючок, вводим крючок опять в это же отверстие. Здесь можно уже не вводить крючок прямо вот полностью, а захватить только первые нитки. И провязываем столбик с накидом. 1, в это же основание 2, 3, 4. Связали 4 столбика в одно основание. Крючок вынимаем. Теперь ставим крючок под горизонтальную петлю, которая относится к первому столбику. Берем петельку, вытягиваем ее на эту сторону, провязываем 2 воздушные петельки. Опять делаем накид. Вот у нас первая шишечка уже готова. Здесь одну петлю пропускаем, в следующую петельку вводим крючок и провязываем 4 столбика в одно основание. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок под горизонтальную петлю первого столбика, вытягиваем петлю на внешнюю сторону, провязываем 2 воздушные петельки. Итак, продолжаем. Делаем накид, вяжем следующую шишечку. Не забывайте, одну петлю пропускаем, в следующую вяжем шишечку. У нас тут было 42 петли, поэтому у нас должно получиться 21 шишечка. Итак, заканчиваем вязание последней шишечки. И вот здесь хотела вам показать, мы делаем только одну воздушную петельку, затем вводим крючок вверх первой шишечки и провязываем соединительный столбик.
Затем делаем 3 воздушные петли для подъема следующего ряда. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так корзинка выглядит изнутри. Вот этот кончик нити можно отрезать ножницами у основания. Вот так выглядит с внешней стороны. И у нас получается здесь ровно 21 шишка. Продолжаем вязание. Вяжем второй ряд. Далее уже второй и все остальные ряды будут вязаться одинаково, поэтому я покажу вам второй ряд, а вообще мы будем вязать с вами 4 ряда узором шишечки. Делаем накид, вводим крючок вот в это пространство, арку между шишечками предыдущего ряда и провязываем 4 столбика в одно основание. 1, 2, 3, 4. Связали 4. Теперь соединяем вверх. И далее уже делаем, как мы раньше делали, 2 воздушные петли, накид. И теперь все время будем вводить крючок вот в это пространство между шишечками предыдущего ряда. 1, 2, 3 и 4. Один, два. Продолжаем вязать самостоятельно. Соединение в конце ряда мы делаем точно так же, как я вам это показала в конце первого ряда. И всего в высоту вяжем 4 ряда. Начала вязание 4-го ряда. И теперь вяжем предпоследний ряд. Это у нас будет ряд обвязки. Здесь я сделала уже одну воздушную петельку. Теперь ввожу крючок в следующую арку и провязываю 2 столбика без накида в одно основание. Продолжаю в следующую арку, провязываю еще 2 столбика. И так продолжаю до конца ряда. Заканчиваем. Вот у нас последняя арка. Провязываем в нее 2 столбика. Теперь делаем соединение и вяжем еще один ряд. Провязываем воздушную петлю. Затем вводим крючок в арку и провязываем полустолбик без накида. Воздушную петлю, вводим крючок в следующую арку и провязываем полустолбик без накида. И так продолжаем до конца ряда. При этом следите, чтобы петельки были покороче, не слишком длинные. И у нас получается вот такой. Закончила обвязку. И вот здесь в конце мы делаем соединительный столбик в последнюю арку и ниточку отрезаем. Оставляем кончик сантиметров 20 для того, чтобы закрыть ряд. Вытягиваем нитку из петли. И теперь вот здесь вводим крючок вместо соединения ряда и протягиваем ниточку сюда. Возвращаем нитку в середину последней петельки. И кончик нити аккуратно прячем вдоль ряда. Вот такая картиночка у нас получается. Ее можно использовать в качестве кашпо или в качестве декоративной корзинки. По размеру она небольшая. Мы связали 4 ряда и сделали 2 ряда обвязки. Желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. Мой хэштег нитка_МК и мой аккаунт нитка_KZ.